Ну вот мы и в Трудограде. Вау, 4К уголь. Вот это да. О, здоров, мужик. Усатый, потеющий мужчина с озабоченным видом бродит по угольной электростанции Красноземного. Он то посмотрит здоровую печь, то поглядывает на кучу угля, то окидывает взглядом всевозможные сложные приборы и механизмы. Заметив вас, мужчина качает головой и вытирает пот со лба. И как они хотят, чтоб я работал? Все ломается постоянно, а самое главное, угля не хватает. Проблемы с поставками угля? Старина. Чего так? Да как старая шахта на востоке истощилась, весь уголь приходится импортировать с севера. Это значит, что через перегон. А перегон, сам знаешь, какое местечко. Вот и страдает Красноземный от лютых перебоев с электричеством. А шишки мне на голову все сыпятся. Мол, я на станции главный, это все моя вина. Неприятная ситуация, может тебе как-то помочь? Да-да, слушай, может ты мог бы что-то по этому поводу сделать? Нужно поговорить с одним Бонзой, который отвечает за поставки угля как раз, в торговой палате. Я не могу ни на минуту отлучиться, а вот ты бы сходил, потолковал бы с ним. Хорошо, а где его можно отыскать? В бункере торговой палаты. Туда, правда, не так просто попасть, но ты выглядишь как человек, которому такое вполне по плечу. Нужного тебе человека зовут Александр Саблин. Решено, я передам ему о твоих проблемах. Ладно, я понял, пошел я. Удачи. О, тут какой-то стратег. Что скажешь? Вы видите крепко сложенного седовласого мужчину. Да они тут все крепко сложные, они уже заманали. Который склонился над разложенными на столе картами, линейками и циркулями. Кажется, что незнакомец погружен в какие-то тяжелые раздумья. Он тревожно постукивает костяшками пальцев по столешнице. Ого, какой командный пункт. Не помешаю? Мужчина быстро поднимает на вас взгляд. На мгновение на его лице появляется раздраженная гримаса, но она быстро сменяется немного наигранной, но все-таки дружелюбной улыбкой. Незнакомец снова опускает взгляд на свои карты. Где карты? Ну да, их в принципе две. Да нет, я тоже что-то заработался. Он опять поднимает голову и с удовольствием расправляет широкие плечи. Тихонько кряхтя похрустывает затекшей шеей. Уф, чем могу быть полезен? Забавно, я тоже самое хотел спросить. Вот оно как. Интересно. А чем ты можешь быть мне полезен? Вот ты мне и скажи, а я уж не подведу. Мужчина долго смотрит на вас и наконец неуверенно качает головой. Неожиданно, конечно, но может быть ты действительно можешь мне помочь в одном деле. Посвятить в детали? Разумеется. Значит так, один влиятельный человек нанял меня разобраться с проблемой, которая угрожает поселению Отрадное. Сейчас я набираю людей для решения этой непростой задачки. Но так выходит, что специалисты, которых я хочу задействовать, не торопятся откликнуться. А кто наниматель, если не секрет? Да какой там секрет? Он наоборот попросил всем об этом рассказать. Нанял меня Дэн с завода, Денис Денисович. Может, слыхал о таком. Он же номинально контролирует деревню. Вот и не хочет, чтобы с ней что-то совсем уж плохое приключилось. А в том, что его бандиты смогут там справиться, он, видимо, не очень уверен. Ясно. Продолжай. Вот. Мне нужно, чтобы кто-то собрал нужных мне людей. А может, и сам бы принял участие в последующей операции. Хотя это будет та еще разборка. А кого нужно собрать-то? Команду профессионалов. Снайпера Людмилу, штурмовика по прозвищу майор Пронин и опытного диверсанта Смирнова Константина Аркадьевича. Когда-то эти трое всегда работали вместе, но потом рассорились, разошлись и теперь видеть друг друга не хотят. А жаль, так как лучшей команды я еще не встречал. Ну что же, я готов помочь в их примирении. Отлично. Я знаю, что Людмила сейчас должна быть в крепости Заправки. Кстати, мы в ней были в предыдущей серии, так что можно будет потом туда заглянуть. Которая принадлежит красноземской милиции. Пронин, по слухам, стал работать на перегон и теперь несет службу в крепости пограничников. Но у меня есть предположение, где это. Насчет Смирнова я не уверен, но в последний раз он был замечен недалеко от Отрадного. Давай я помечу эти места на твоей карте, если ты там еще не был. Вы передаете мужчине свою карту, и тот быстро делает на ней какие-то короткие заметки. Вот так. Сходи проведай их. Думаю, что не все еще потеряно. Так что у тебя вполне есть шанс собрать старую гвардию. Будь сделан. Ладно, бывай. Ну, кстати, вообще нормально то, что я хожу с ножом? Похоже больше, кстати, на отвертку.
Реально, хрен он такой толстый. Ба. Ладно. Ну чё, бармен, будешь моим соратником? Перед вами стоит крепкий мужчина в тюбетейке. Он задумчиво поглаживает свою аккуратную бородку и внимательно осматривает посетителей своего питейного заведения. При виде вас мужчина слегка кивает. Салуда, приветствую в моем кабаке. Меня зовут Фидель. Как я могу тебе помочь, амиго? Сказать пароль? Ты будешь моим компадре. Вы откашливаетесь и наклоняясь поближе к Фиделю. Хрипко шепчете. Предательство? Есть высшая степень благоразумия. Предатель значит человек. Бармен едва заметно вздрагивает, но никак иначе не выдает себя. Он с видимым безразличием берет со стойки стакан и, осматривая его на предмет пятен, отвечает. Но лучше умереть предателем, чем жить рабом. Сказав это, он жестом подзывает невысокого паренька, который суетится в зале. Где? Костя! Побудь за главного. Ко мне тут друг приехал, нам поговорить нужно, а ты иди за мной. Иду. Так быстро. Подозрительно. Ладно. О, какая небольшая здесь все-таки комнатушечка. А вас двое. Как-то подозрительно. Ладно. Что скажешь? Фидель осторожно высовывается за красные драпировки и подозрительно осматривает помещение трактира. Наконец, удостоверившись, что никто из посетителей не ведет себя чрезмерно подозрительно, он поворачивается к вам с протянутой для пожатия рукой. Все тихо, амиго. Никто не подслушивает. Он крепко пожимает вам руку. Кстати, да. Насколько я знаю, чем крепче ты пожимаешь руку человеку, тем больше ты его недолюбливаешь, так сказать. А чем слабже, тем более ты к нему, так сказать, дружелюбен. Но это так, научная херня и особо не работает. Особенно если про это знать. Как я уже сказал, можешь звать меня Фидель. А с кем имею честь говорить? Здравия желаю, Фидель. Меня зовут... Фидель внимательно слушает вас. Его цепкий взгляд скользит по вашей фигуре. Видимо, агент внедрения изучает ваши повадки. Да, блядь, ты вообще меня видел? В кофте, блядь, ходит дурачок. Я Аркашка. Мужчина заглядывает вам в глаза и медленно кивает. Да, ты сказал правду. Ну что же, Аркаша, ты, я так понимаю, пришел по поводу пропавшей экспедиции генерала Морозова. Боюсь разочаровывать, но мне самому ничего не известно на этот счет. Однако, может, ты успел чего выяснить? Рассказать все, что я успел узнать. А я узнал достаточно много от местного охранника деревеньки, как ее там звали, неважно. Фидель внимательно слушает вас рассказ. Он не перебивает и не встревает с комментариями. Когда вы заканчиваете, он задумчиво стягивает свою тюбетейку и проводит ладонью по лысому черепу. А, так вот что он в тюбетейке ходит, он лысый. Блин, а это ж очень полезная установочка-то. Берешь зеркало и просто всех выжигаешь. Да, хорошая идея. Я думаю, мы сработаемся. Да, понятно. Что ничего не понятно. Да, все довольно хитро. Ну да, реально. Так и есть. Ладно, нам нужно хорошенько разобраться в этом вопросе и попытаться выяснить, в чем дело. Попутно вживаясь в образы, выполняя всякие поручения для местных. Главное не вызывать у них подозрения. Да он сам подозрительный. Как минимум за вот это вот пореза на глазу. Погоди, ты сказал нам? Фидель делает эффектное движение рукой. Интересно, какое? Я собираюсь пойти с тобой, амиго. Вместе у нас гораздо больше шансов что-то выяснить. Ко всему прочему, мне до усрачки надоела эта работенка. Я человек действия, искатель приключений. А тут я прикован к какой-то шпионской деятельности. К какому-то бару. Это скучно. Скучно. Ну хорошо, Фидель. Тогда отправляемся в путь. Перфекто. Сейчас я только соберу пожитки. Бля, бухлишка прихватил, но нам пригодится. Ага, бери всего побольше. А, теперь у нас есть Фиделек. Да, Фиделек? Ты с нами же? О, с нами. У него что там по навыкам? Ножичками махать умеет, рукопашки может пиздить. Пистолетами хорошо владеет, а еще первой помощью. Достаточно полезный челик. Причем у него неплохо так по грузоподъемности будет. Будет мои вещи таскать, короче. Плюс 5 к выживанию. О, котомка еще у него есть. Да он и так до хрена может с собой тараканить, я, пожалуй, это себе возьму.
Это пригодится чуть больше, чем ему. Так, давай-ка местному бармену продадим всякую херню. Бля, какой-то он странный. Ну ладно. Паренек, насупившийся, оглядывает помещение трактира. Он бросает на вас быстрый взгляд и кивает. Да, я хотел бы кое-что выпить. О, у него деньги есть, зашибись. Значит, можно даже ему что-нибудь продать. Во-первых, вот эту херню мне не надо. Полено забери. Так. О, твинчаточку. Ну, вообще, на самом деле, я бы ее переплавил, но я хз как. Ну ее в пень. Шапочки из фольги нафиг тоже нужны. Папироски. Сейчас заболеть какой-нибудь параши не хватало. Так, розочку я оставлю лучше. Чаек тоже выпить, если что, по дороге. Фига себе платок сколько стоит, но я его оставлю. Будильник мне не нужен. Так бы я его разобрал бы на шестеренке. Сварганил бы себе гигантского стального робота и всех бы разъебал, но... Опять же, мой челик слишком тупой для этого. Провода можно сбагрить. Чуток. О, нормально. Бутылочек всяких. Чисто бомж местный бутылочки пособирал, пошел продал. О, как раз на 125 рублей, зашибись. Я токтек. О, кстати, реально лысый. Под луной лысый бродит с бородой. Вот сюда мне надо. Давай, вооруженный, пропускай меня. Перед вами стоит высокий, крепкий мужчина в тяжелой броне и шапке-ушанке. Прикольная, кстати, шапочка. Он поворачивается к вам, попутно перехватывая свисающую с шеи автоматическую винтовку. Так. Вход в город у нас стоит 30 рублей. Пошлина. 30? Ну это по-божески. Держи. Вы протягиваете деньги стражнику, но внезапно он отстраняется от вас с видимым или кажущимся ужасом. Ой, как я сразу не заметил. У тебя же синдром Краснова. Ну нет, я не могу впустить больного в город. Эпидемия нам точно сейчас не нужна. А у меня развит интеллект, так что ты дурачок. Я тебе так скажу. Это твой синдром Краснова, обычная выдумка, такой болезни не существует. Нет, ты чего? У тебя жар, наверное. Но не волнуйся, придумаем, как тебе можно помочь. Тебе бы подлечиться в больничке городской, но вот так пропустить тебе, это же не дело. Мужчина картинно задумывается, и наконец хитрая улыбка появляется на его обветренном лице. У меня доброе сердце, пропущу я тебя, но за 1000 рублей. Хера! Сука, я тебя захуярю же. Я использую свой навык общения и уговорю его. Это же несерьезно. Откуда у человека такие деньги могут взяться? Ах ты ж... Я зачем качал этот навык, сука? Стражник явно не воспринял ваши слова всерьез. На его лицо появляется издевательское, жалостливое выражение. Это хороший вопрос. Не знаю, но чую, что кто-то, а ты точно сможешь заработать. В город ведь тебе нужно? Конечно нужно. Тогда я использую свое умение бартера, но оно, скорее всего, тоже провалится. Скажу чистую правду, сейчас даже за убийство человека меньше дают. Да еб. Стражник явно не воспринял ваши слова серьезно. Да, я это уже слышал. И нахуй, долбоеб. Так им быть. Я дурачок больной. С ножом тут гоняет. Это сектанты местные. С курицей, кстати. Чё скажешь, мать? Стоящая перед вами молодая женщина. Блять, на мужика похоже. Не лишена привлекательности. Где? Это малой какой-то в тюбетейке. Но в ней есть что-то отталкивающее. Беспокойный, мечущийся из стороны в сторону диковатый взгляд. Хочется что-нибудь украсть стопудово. Странные манеры и неправдоподобная умиротворенная улыбка на застывшем лице. Завидев вас, женщина делает никогда не видимый вам ранее жест двумя пальцами правой рукой и склоняет голову. Обычный жест. Не ноги, но Матерь Космос свела тебя сегодня со святой мученицей за правду, вареной банной девич Криштус. Именем сидящего волка я часто передаю в этом городе уроки утопического религиозного безвластия, назло гонящим меня фарисеям. Ёбаный в рот, да как так-то? Как это читать вообще? Ты должен был слышать мою речь. Скажи, раб Божий, я смогла убедить тебя в фальшивости всякой власти на земле? Ни капельки. Власть должна быть, иначе никак. Люди-то дебилы. И все помрут без власти. Так вот, живем. Женщина величаво разводит руками и склоняет голову, словно в скорби за вашу непросвещенность. Слышали бы эти слова мускулистые атланты?
не знавшие ничего, кроме прелести и поэзии, наслаждений и молитв своим светлым богам в титанических храмах прощей над морем Лемурии. Сука, какие лемуры? Это не Мадагаскар! Это Красноземск. Нафиг я с ней связался вообще? Какие еще атланты, дамочка? Вы что, психически больная? Женщина самодовольно хмыкает и скрещивает руки на груди, будто бы только что победила в обширных дебатах. Все ясно, дитя. Не все мы зрячие. Оставайся под своим камнем необоснованных обвинений из костенелой средневековой морали, а мне пора нести благую весть в славную деревушку Отрадное. Ой, бля, это пиздец. Я так помру. Классным движением руки она созывает своих соратников, и вместе они удаляются. Ну и народ. Шабаш, ебучий. Жрать хочу. А тебе что надо, гомогей? Вы еще смотрите вслед странной пятерки, когда к вам подходит неожиданно хорошо одетый мужчина с аккуратной стрижкой. Ну да, стрижка у него зачетная для местностей нынешних, да. Он становится рядом с вами и упирает руки в бока. Такой, стоп the shit. Видал? Вот такие вот люди теперь бродят по пустошам. Да уж, во времена он нравы, не то слово. Кстати, в тему, может, ты хотел бы немного заработать? Мужчина поворачивается к вам и широко улыбается. Меня зовут Игорь. Я представляю благотворительную научную организацию Грибница. Или, как нас прозвали наши враги, грибной культ. Впрочем, мы что угодно, но не культ. О, no! Еще один сектант. О, нет, не сектант. Мы не имеем никаких претензий к существующим официальным религиям. Мы просто научно-просветительское философское движение. Послушай, я с радостью готов буду обсудить любые вопросы, которые у тебя есть. Но сперва хотел бы сделать тебе рабочее предложение. Хорошо. Что же ты мне предложишь? Мужчина подходит к вам поближе. В отличие от большинства жителей пустоши, от него не разит потом, алкоголем или еще какими-нибудь более неприятными субстанциями. Только запах чистой одежды и придорожной пыли. Дело в том, что я уже давно слежу за деятельностью этой так называемой Деви Кришту, и выводы, к которым я пришел, совсем не утешительные. Мы имеем дело с лидером потенциально очень опасной секты. Продолжать слушать. Ты выглядишь как человек, который знает, как себя вести в пустошах. Поэтому я хотел бы предложить тебе немного проследить за этими сектантами. Узнать, действительно ли они опасны. Ну, звучит несложно. А как именно я должен следить? Деви Кришту, ее последователи, насколько я знаю, отправились в небольшое турне по пустошам. Она собирается найти себе новых бедолаг, которые поверят в ее сомнительным речам. Сейчас они отправились в деревушку Отрадное. Перехвати ее там и узнай про их дальнейшие планы. Ладно, попробую я что-нибудь с этим сделать. Чудесно. Когда ты наберешь достаточно информации, то возвращайся ко мне. В любом случае, если у тебя будут какие-то вопросы по поводу нашей организации, то также немедли, приходи ко мне. Я почти всегда стою здесь, в пригороде Красноземного. Посмотрим, может и приду. Так, ну я все больше и больше обзавожусь квестами. Их надо бы выполнять, но мне влом. Я лучше сейчас поищу, как мне бы попасть еще в Красноземское. Я уверен, что тут должен быть дополнительный проход. О, ебать, чистое. Впервые увидел чистое болото. Нормально. Опа, подозрительный колодец. К нему-ка я и пойду. Мабо. А у меня вообще веревочка-то есть, чтобы спуститься? Есть. Да, люблю. Это по-нашенски. Давай быстрее. Я там, кстати, Фили. Сидит, откисает, хрен бы с ним. Кстати, оружие ему надо выдать. У него-то с рукопашным боем получше будет, чем у меня. Что ему дать-то только? О, лопатой будет всех отхреначивать. На. Все, изи. Ну а пойдем в землю мы уже в следующей серии. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.